Доброго времени суток, с вами канал Python Hub Studio. Продолжаем создание нашего Discord бота Ботяня, который следит за порядком в чате. Это третье видео, в прошлом мы с вами разобрались с командами для чат-бота. В этом видео перейдем к обработке событий. Событий у Discord бота может быть разнообразное количество, но в данном случае мы пишем конкретного бота и нам потребуется событие onMessage, то есть мы будем проводить анализ написанных сообщений пользователями в нашем чате. Итак, в данном случае мы пишем декоратор собакабот.event. Оно будет срабатывать всякий раз, когда будет отправляться сообщение в чат. И данную функцию необходимо называть четко onMessage. Именно тогда оно будет обрабатываться как событие сообщения в наш чат. Так, onMessage. Есть. И теперь здесь необходимо записать параметр. Точно так же записываем параметр, именуем его как message. Сюда придет комплексный объект, в котором будет храниться непосредственно чат, из которого отправили сообщение, автор, контекст этого сообщения и так далее. Соответственно, нам его необходимо провести как-то анализ, то есть мы от чего-то хотим. То есть там в сообщении должны быть некие маркеры, на которые мы с вами и будем действовать. Запишем для начала здесь просто оператор if. И у нас из параметра message нам необходим атрибут content. Это у нас будет строка. Соответственно, обратите внимание, что пользователь может написать в чат буквально что угодно. То есть он может написать, сейчас для примера, привет. Например, привет. То есть буквы могут быть в совершенно разном регистре. Соответственно, это мы с вами при помощи метода строк переводим в нижний регистр lower и проверяем. То есть если, например, в написанном пользователем будет фраза «дела», то в таком случае бот ему ответит «нормально». Как это сделать? Мы здесь в операторе записываем оператор await. Естественно, он обязательно пишется в данном случае везде. И из атрибута message нам с вами необходимо получить канал, в котором было отправлено это сообщение, и отправить обратно, например, строку norm. И проверим, как это все работает. Запускаем нашего бота и идем с ним чатиться. Бот вышел в онлайн, и давайте у него спросим, как дела. Соответственно, мы отправили сообщение, это событие обработалось, и бот нам отвечает norm, проверив, что такая фраза, как дела, есть в нашем сообщении. Но в случае этого бота нам потребуется более серьезный код для анализатора, так как нам необходимо проверять в сообщении, есть ли мат. Соответственно, это у нас будет массив из недопустимых слов, и сообщение, которое отправляет пользователь, нам необходимо из него сформировать точно так же массив и сделать так, чтобы была проверка, если слова из одного массива в другом массиве. И это нужно сделать, чтобы это реализовывалось как можно быстрее. Соответственно, мы реализуем это при помощи генератора множества. И сформируем одно множество из написанного в сообщении и второе множество из запрещенных слов. Давайте займемся. Отдельно, кстати говоря, про множество генераторы на канале видео есть. Итак, пишем, то в данном случае нам сгенерировать множество, нам необходимо циклом for пройтись по контексту написанного сообщения. То есть мы записываем message.content. Разбиваем, это у нас строка, при помощи метода строк split разбиваем по разделителю, а в данном случае нашим разделителем это будет пробел. И далее нам необходимо обработать значение в переменной i, из которого и будем формировать наше множество. Соответственно, нам его необходимо для начала перевести в нижний регистр. После этого необходимо каждое слово из сообщения очистить от мусорных знаков, те, которые могут скрывать контекст написанного для нашего бота. О чем я говорю? Например, вот какое-либо слово, например, слово там, так и напишем мат. Ну-ка. Вот таким вот образом. Соответственно, к примеру, если здесь понаставить всяких
знаков восклицания, то есть знаков пунктуации, соответственно, это уже наша проверка не пройдет. Соответственно, нам нужно все слова очистить от подобного рода маскировок. Как это сделать? У строк есть такой специальный метод, который называется translate. То есть он позволяет заменить некоторые знаки или удалить их из строки. Соответственно, мы записываем translate. И сюда как аргумент нам необходим метод строк makeTrans. Так, сейчас мы его запишем. makeTrans, в который передаются следующие аргументы. Первый аргумент — это что на что менять. Первый и второй. Мы их оставляем пустые. И третий аргумент, что вообще убрать из этой строки. Вот из вот этой вот. Соответственно, нам здесь необходимо перечислить все знаки пунктуации. Откуда мы их возьмем, чтобы сюда все не перечислять? В Python есть встроенный модуль string. Его сюда необходимо дополнительно импортировать. И мы из него вызываем punctuation, то есть знаки пунктуации. Запишем сразу этот импорт, чтобы про него потом не забыть. Так, импорт модуль string. Есть. Теперь это множество у нас готово. Перенесем, эта строка у нас кода продолжается, поэтому перенесем ее на новую строку. Итак, теперь нам необходимо применить метод, то есть пересечение двух множеств, если там совпадение. Мы его заполним потом, и теперь просто проверить, будет ли у нас на выходе пустое множество. То есть здесь записываем set, потому что результатом работы вот этого метода пересечения множеств, если там есть одинаковые значения в двух множествах, там будет сформировано множество с каким-то значением. И если оно будет пустое, то есть не будет пересечений, то есть у нас в отправленном сообщении мата нет, это у нас будет пустое множество, и мы реагируем соответствующим образом. И теперь сформируем массив. И теперь нам необходимо сформировать сюда множество недопустимых слов. Соответственно, их там будет очень много, 1000 плюс, и чтобы их, естественно, не писать сюда, нам их необходимо хранить в каком-то файле. Предлагаю для рассмотрения файл JSON. Итак, полазив на просторах интернета, формируем текстовый файл, словами которые запрещены в нашем чате. У меня файл выглядит вот таким образом, то есть там, так вышло просто. Слово, перенос строки, пробел, пустая строка и так далее. Соответственно, это все вот таким вот кодом обрабатывается. Вот он. То есть мы импортируем JSON модуль, пустой список. Здесь открываем текст на чтение, соответствующим образом обрабатываем. То есть итерируемся по нему циклу for, построчно обрабатываем то, что у нас есть, и на выход формируем список из слов, без пробелов, без ничего. То есть чистый массив. И потом его при помощи JSON dump записываем в наш JSON файл. Итак, запускаем этот код, и у нас формируется JSON файл с словами, запрещенными в нашем чате. Так, все готово, REPL closed, то есть операция успешна. Заходим, смотрим. Итак, вот он наш JSON файл. Берем и перемещаем его в папку с нашим скриптом. Так, отсюда заходим в папку проект, бот. И рядом с базой данных кидаем этот файл. Замечательно. Теперь переходим обратно в наш скрипт. Так, это нам уже не надо. Консоль убираем. Читаем его сюда. Соответственно, нам здесь необходимо множество, в которое мы читаем из нашего JSON объекта. Записываем модуль JSON, который мы сюда сейчас импортируем. У него функция load, которая позволяет это сделать из файла. И открываем наш файл. Файл у нас называется sense.json. Так. И теперь что нам остается сделать? Для начала это сообщение необходимо удалить из нашего чата. Для этого записываем message.delete. Есть. И теперь необходимо что-то обидное отправить автору в ответ. Соответственно, мы здесь записываем. Пусть это будет у нас F строка.
здесь в фигурных скобках мы с вами пишем из объекта message .alter.mention, то есть как упоминание, и текст сообщения для него. Ну, например, что-нибудь вот в таком роде. Кого по губам отшлепать. Так, есть, я думаю, обиднее не придумать. Так, ага. Все, есть. И теперь импортируем модуль JSON в наш скрипт. Есть, JSON импортировали. Естественно, после первого, к примеру, если здесь будет мат, то бот будет банить этого участника. Так как банить за первый проступок мы не собираемся, мы здесь в этом событии позже напишем запись в базу данных, что, к примеру, после третьего мата или какого-то другого нецензурного выражения, которое вы сами там все запишете в массив недопустимых слов, это все будет писаться в базу данных, и после третьего предупреждения уже будет бан участника. Давайте проверим, как это все работает. Запустили нашего бота и пишем в чат. Так, бот, ты мат. Я туда внес специально это слово, чтобы не материться. Так. Он его удаляет и пишет мне Python Hub Studio, кого по губам отшлепать. В базу данных, естественно, он еще не пишет, у нас все и нет, и так далее. То есть, и теперь давайте попытаемся замаскировать недопустимое слово при помощи пунктуации. То есть, там вот так, и сюда еще добавим знак процентов, и отправим это дело у нас в чат. Есть, это тоже было удалено, так как мы с вами фильтруем при помощи замены знаков пунктуации. Это все фильтруется, и бот прекрасно видит замаскированные выражения. И теперь обратите внимание на следующее. Команды. У нас есть команда info. Если мы сейчас с вами попытаемся получить информацию от наших команд, ничего не произойдет. Почему? А вот почему. Смотрите, когда мы что-либо отправляем в чат, первым делом срабатывает вот это. То есть событие onMessage. Бот проверяет, в общем, делает то, что здесь прописано. И, соответственно, это событие уже теряется, и оно не доходит до декораторов команд. Что нужно сделать, чтобы это поправить? Это событие необходимо передать дальше в обработку нашего бота. И теперь здесь, соответственно, необходимо прописать следующее. Через оператор await мы здесь записываем bot.process, нижнее подчеркивание, comments. И здесь вот этот объект message записываем как аргумент. Есть. Сохраняем эти изменения и проверяем. То есть, сработав это, событие передается дальше на обработку бота. И он уже дальше смотрит, команда это или не команда и так далее. Перезапустили нашего бота и проверяем. Давайте запишем info. Так. Info. Есть, все срабатывает, он нам отвечает. Теперь давайте попробуем. Так, info. Мат. Он нам и сообщение то удалил, и дальше. В общем, оба и события, и команда работают союзно. На этом видео завершается. В следующем видео продолжим разработку нашего бота. Подписывайтесь, заходите на канал. До следующих видео. Пока.